на машине ровным счетом нет ни одной детали, где не было бы рыжиков. Уже везде вот они пошли. Еще в прошлом году этого не было. Вот здесь вот низ дверей тоже пошел. Вот здесь цветет. Ну и в принципе машина так вся цветет. Прям вся в круг. Поэтому вот будем этим заниматься, будем делать. Будем делать сами, посмотрим, как это будет. Колесо мы открутили. Теперь нужно открутить одну гайку вот здесь. Так, снимаем. Да. Вот, смотрите, видите, она вся в антикоре была, это я ее протирал и жидким ключом брызгал еще. Все. Кстати, друзья, если кто-то будет пользоваться такой вот приблудой, как я, будьте внимательны, потому что можно вот таким образом его поставить, вот этой ручкой к кузову и протереть вот так кузов. Поэтому надо обязательно ручку к себе. Ну, она здесь, в принципе, вращается. Вот так, туда-сюда. Поэтому смотрите, чтобы ручка была к вам стороной, чтобы не протерла кузов, дабы не добавить нам сколов еще больше. Болт там очень длинный. О, все, чувствую, выходит. А самое главное, вы посмотрите, в каком отличном состоянии гайка. Все остальное заржавело там, все, что не было обработано. Значит, делал антикор я год назад не зря. Ну что, в принципе, ситуация не настолько страшная, как я думал и рисовал себе. В машине по факту 8-й год. Она 18-го года у нас, просто многие спрашивали, кстати. Я думаю, что нормально. Сейчас мы вот это все сделаем, очистим. Ну, друзья, смотрите. Ну, почти идеал, можно сказать. Я ожидал, что здесь вообще, ну, ребята снимают, я там видел у некоторых, рассказывали, что ну, снимаешь, здесь вообще живого места нет. Ну, здесь нет, здесь только чуть пошло. Ну, опять же, для 8 лет, я думаю, это нормально. Для Нивы. Сейчас зачистим все. Ну что, начнем? Как эти, в вестернах, да? Да, работы сегодня им много будет. Начинаем. Так, что у нас сегодня по насадкам? Смотрите. Это коралловый диск мы взяли. Есть вот такого вида шарошки. Но не знаю, они нам пригодятся или нет. Посмотрим, в общем-то. Также есть классика жанра. Это вот такие металлические щетки латуневые. Ну и вот, ух ты, вот такая штука. Ну, обычно я и тормоза чищу, когда меняю.
даже не знаешь, с какого момента начать, когда машина вся во рже. Здесь сколы с мелкой вот такой ржавчиной. Зачищаем сейчас коралловым диском. Вот здесь до металла. Потом будем преобразовывать ржавчиной, преобразователем. Здесь уже не было ржи. Так. Ага. Так. Сейчас преобразовывать все будем. Угу. 180-й наждачкой мы сейчас все края выровняем, чтобы потом можно было грунтовать. Смотрите, кстати, вот такие вот моменты. Это у нас стояла мухобойка, так называемая. Вот. За 1 год понял, что мухобойка — это просто зло для машины. Ну, по крайней мере, в таких регионах, как наш. Сюда набивается снег, внутрь, потом лед. И когда в межсезонье, она просто постоянно его выкорчевывает оттуда. Он начинает раздуваться, там лед, расширяться. И вот здесь и ржа идет, и сколы. Не будем ставить. Вот что такое. Смотрите, друзья, на машине было очень много вот таких вот штук. Это предыдущий хозяин что-то там закрашивал, то ли лаком, то ли чем. Кстати, надо отдать должное, может быть, некрасиво выглядит, но в некоторых из них ржи даже не было. Так что какой-то эффект это дает. Посмотрим сейчас здесь. Вот здесь немного ржа была, но она немного, она снимается сразу до металла. Намного лучше, чем если бы этого не было. Без проблем, до металла она уходит. Так. Сейчас пройдем обезжиривателем всю поверхность, где будем работать. Так. Так. Будем работать преобразователем ржавчины. На данный момент у нас это Лавр. Это, конечно же, не реклама. Так. Спрей. Надо стараться на лак не попадать.
Смотрите, друзья, сразу поедает. Видите, реакция? Он белеет. Очистили здесь так, как смогли, но ничего, здесь все нормально. Состояние нормальное. Все, мы обработали всю рабочую поверхность на сегодня. Сейчас подождем минут 15-20, дадим преобразователю поработать. Дальше нужно будет смыть его. И посмотрим. Если где-то не справился, то по второму или третьему кругу пойдем. Все, посмотрим. Все, у нас прошло 20 минут. Нужно сейчас стереть полностью преобразователь. Он поработал нормально. И будем дальше работать. Помыли, теперь обезжириваем. Сейчас все места обезжирим и грунтовать начнем. Сейчас нанесем эпоксидный грунт. Здесь у нас целый набор наждачек разных, получается от 180 до 2500. Сейчас будем использовать 240-ю, наверное. Сейчас мы пройдемся обезжиривателем. Потом еще одной наждачкой. 600, наверное, сделаем. Ну и все уже. И красить. Пройдем теперь 600 наждачкой. И потом уже все будем красить.
Все, подождали мы, краска высохла, сейчас будем наносить второй слой. Ну вот как-то так. Ветер, конечно, мешает нам очень сильно. Ну ничего, это все равно в 100 раз лучше, чем все это было ржавое. Друзья, день второй. Сегодня у нас по плану задний бампер. Ну и сколько успеем. Посмотрим. Комаров очень много. Постараемся, не снимая колеса, его открутить. Так, головку накинули на него сначала. Так, попробуем. По-моему, у нас получается. Слушайте, здорово. Уже сэкономим немного времени. Все, снял я его. И вы посмотрите, благодаря нашему антикоррозийному покрытию, это пуш-сало с битумной мастикой я тогда варил и промазывал все, и их тоже. Вы посмотрите, не заржавело, и все замечательно открутилось. Смотрите, как удобно ложится сюда ключик. Удлинитель мы, получается, убрали. И вот он так изгибается. И иначе бы он не поместился бы. Это мини-трещоточка. Такие вот мелкие царапины. Тоже, видите, появляются тихо-тихо ржавчина. Будем удалять вот такой наждачкой 240-й.
Гладенько уже, гладко. Сейчас мы замотовываем 600-й наждачкой уже все окончательно. Потом обезжириваем его и уже кладем краску. Смотрите, мы покрасили балку с такими подтеками даже, но это все равно. Самое главное, чтобы слой был большой такой, толстый вернее, и держал. Вот, да хорошо. Так. Ну все, поехали. Так. Палец устает, оказывается, жать не может долго. Ничего. Все, третий день. Сегодня, наверное, завершающая серия будет по покраске машины. И вот так вот за эти дни стащила наш коралл. Чего там только нет. Отлично. Вот когда так счищается до голого металла, прям вот до блестящего, вообще класс. Просто класс. Ну все, нам немного осталось. Сейчас, получается, второй раз пройдемся грунтом, потом зашкурим все, снова обезжирим и будем красить. Все. 90% ржавчины, жучков всяких, именно которые были на внешней части кузова, мы удалили, это точно. Может, даже больше. Есть там мелочи, но я их уже буду подтирать там. И через 3 недели где-то приблизительно, когда краска полностью высохнет, мы будем ее полировать. Полностью счищать 2000-й, 2500-й наждачкой полностью кузов. И уже полностью будем полировать. Полироли же тоже пришла. Эти диски все пришли на шуруповерты. Так что подождем, сделаем.
Ветер этим и плох. Ты его красишь, а он в тебя. Ну еще. Делаем. Ага. Гаража у нас нет, поэтому делаем машину вот в таких условиях. Это в любом случае лучше, чем дать ей заржаветь полностью. Сейчас обезжириваем пороги и будем наносить антигравий двумя слоями такими плотными с эффектом шагрений. Все, ребята, основную работу мы с вами выполнили по удалению ржавчины. Примерно процентов на 90, я так примерно думаю, что мы уже выполнили все. Ну, это снаружи. Внутренние полости будем делать потом. Остается еще очень много, конечно, работы. Это установка локеров, также будет полировка полностью кузова, шумоизоляция и удаление рыжиков и обработка салона изнутри. Получается, будем скрытые полости еще изнутри обрабатывать. Все будем скрывать. Ну так что надолго я с вами не прощаюсь, потому что работы у нас еще много и будем встречаться почаще.